Стереотипы и клише о русских, 4-я часть. Здравствуйте, дорогие слушатели! Добро пожаловать к следующему выпуску подкастов Russian in Context с Иной и Ириной. Спасибо, что вы сегодня слушаете этот подкаст и изучаете русский язык вместе с нами. Сегодня с вами Ина. Подкасты Russian in Context предназначены для слушателей со средними знаниями русского языка. Для тех, кто уже достаточно хорошо понимает русский язык и хочет улучшить свои знания, свой словарный запас простым, естественным и эффективным путем в контексте. Транскрипцию к каждому подкасту вы найдете на нашей странице russianincontext.com. После этого небольшого отступления перейдем к нашему подкасту. В первых 3 частях этого подкаста «Стереотипы и клише о русских» я не только рассказала о построении этой серии подкастов, но и пригласила слушателей путешествовать со мной по Америке, Африке, Азии и нескольким странам Европы, собирая мнения людей, моих знакомых и друзей по поводу стереотипов и клише о русских. Если вы по какой-либо причине еще не слушали эти подкасты, то я вам очень рекомендую это исправить и послушать их. Напомню, это не статистика, не научные исследования, это мнение моих знакомых и их знакомых, которые в основном базируются на их опыте в общении с русскими, либо из средств массовой информации. Мне уже начинает нравиться быть в роли Шахерезады из сказок «Тысячи и одной ночи». Итак, я приглашаю вас путешествовать со мной дальше. Продолжим. Первая страна, которую мы посетим, это Польша, столица Варшава, которая находится всего на расстоянии 1100 километров от Дюссельдорфа. Что же думают о русских наши соседи, поляки? Поляки думают так же, как и все, что русские пьют много водки и пьют вообще много спиртного. И почему все в основном начинают именно с этого? Спрашиваю я себя. Хороший вопрос. Но мы вернемся дальше к мнению одной моей хорошей знакомой из Варшавы. Русские любят очень много декора. Они ковры не только на пол кладут, но даже и на стены вешают. Русские декорируют и очень много украшают свои дома и квартиры. Иногда у них так много украшений, что это кажется безвкусным и напоминает кич. Что можно сказать о русской внешности? Женщины носят много украшений. Иногда эти украшения совсем не совпадают с одеждой, и это выглядит тоже безвкусно. Например, если к спортивной одежде одеть и большие серьги, и бусы, и браслеты, то я думаю, это уж слишком. Также русские женщины очень любят краситься, то есть пользоваться косметикой. Иногда они с этим тоже перебарщивают. Другими словами, употребляют слишком много косметики. О натуральной красоте здесь уже не может идти речь. Создается ощущение, что русские женщины красятся каждый день. Иногда даже, когда идут на спорт или просто в магазин, они всегда накрашены. С другой стороны, это показывает, что они заботятся о своем внешнем виде. Моя польская знакомая считает,
что русские мужчины достаточно просты, редко деликатны и временами не слишком умны. Русские мужчины больше напоминают простого фермера с огромными мышцами, большими руками, чтобы сделать всю работу по дому, поле вспахать и дров нарубить. Как фермер в этом случае он не деликатен в разговоре и не тактичен. Это было мнение о русских с польской стороны. Мы продолжаем наше путешествие по Европе и отправляемся во Францию, столица Париж, которая находится всего лишь в 500 километрах от Дюссельдорфа. Разницы во времени, конечно же, нет. Что же думают французы о стереотипах русского населения? Для этого я спросила одну знакомую француженку. Перевожу для вас с удовольствием ее мнение. Русские пьют много водки. Наверное, потому что в России очень холодно. Думаю, чтобы согреться. В моем представлении русские женщины очень красивые, высокие блондинки с длинными, красивыми и светлыми волосами. Они очень изящны и внешне достаточно привлекательны. Французов впечатляет хорошее образование русских. Мы думаем, что русские очень начитаны и умеют искусно говорить. Русские отличаются от французов умением изучать и владеть иностранными языками. У нас складывается впечатление, что русским это очень легко дается. То есть они с легкостью изучают иностранные языки. С другой стороны, мы думаем, что русские, особенно мужчины, невоспитанные, грубые, невыносимые и несносные. В большинстве случаев напоминают хулиганов. Они опасны, непредсказуемы, и много французов думают, что русских следует бояться. Если они не относятся к мафии, то как минимум работают в роли секретного агента. Почему мы так думаем? Потому что никогда не знаешь, о чем русские на самом деле думают, что у них на уме. И у русских много денег, тоже подозрительно. Покидая Францию, мы отправляемся в Германию, столица которой является Берлин. Собирая информацию, я общалась с 3 хорошими знакомыми немцами. Перевожу для вас мнение знакомого с юга Германии. В Германии есть город Баден-Баден. В этом городе живет много русского населения. Создается впечатление, что весь город блестит и сверкает. Вы спросите, почему? Потому что русские очень любят красиво, нарядно и ярко одеваться. Многочисленные наряды и украшения иногда радуют глаз, как новогодние елки. Это шутка от меня. Мой знакомый так никогда не говорил. Окей, я опять серьезно отношусь к теме. Перевожу дальше. Наряды и украшения русских женщин очень отличаются от немецких убеждений. Редко можно увидеть немку, одетую в платье с блестками, просто гуляя по улице или по дороге в магазин. Может быть, только на карнавале или для особого события. Для русских это кажется само собой разумеющимся. Если женщины обожают блестки, то русские мужчины обожают стальные мышцы. Часто они напоминают телохранителей или охранников на дискотеке. Такие большие, даже можно сказать, огромные амбалы, которых все боятся. Свою силу русские показывают также в спорте. Результаты просто великолепные, которым можно позавидовать. Кроме внешнего вида, для русских очень важен социальный статус. Они с удовольствием показывают этот свой социальный статус.
Ну и напоследок могу добавить, что русские кажутся загадочными и скрытными. Редко кто знает, что происходит у русских в голове. Это он на что намекает? Наверное, на секретных агентов опять. Продолжим с женским мнением одной хорошей знакомой с Восточной Германии. Русские женщины в юном возрасте выглядят очень привлекательно. Но нужно сказать, что внешность для них имеет слишком большое значение. Именно поэтому они часто прибегают к искусственной красоте, вместо того, чтобы гордиться натуральной красотой. Русские пользуются косметикой в больших количествах, наращивают ресницы, накладывают ногти, применяют ботокс и силикон. В общем, все, чтобы подходить под современные идеалы красоты. С какой целью они это делают? Думаю, чтобы найти богатого мужчину, который их бы содержал и обеспечил беззаботную жизнь. Так как русские женщины любят дорогие наряды, шубы из песца и норки, а также украшения, туфли и сумки. Русские мужчины стригут волосы коротко и любят татуировки. Чтобы найти красивую женщину, они готовы на все, чтобы заработать деньги. Даже если это криминально и не совсем легально. Стиль жизни у русских следующий: алкоголь, наркотики, секс и вечеринки. Гулять так гулять. Это я от себя опять добавила. А то как-то все очень серьезно получается. Перевожу дальше. Так как я немного знаю русских, все мои стереотипы и клише сформированы благодаря фильмам и средствам массовой информации. Я в курсе, то есть мне знакомо, что реальность, настоящая жизнь по-другому выглядит. И напоследок перейдем дальше, к мнению хорошего друга Западной Германии. Посмотрим, отличается ли оно от юга и от женского мнения с запада. Итак, продолжим. Что немцев впечатляет в русских, это то, что семья играет для них очень большую роль. Семья имеет очень большое значение. Часто русские остаются при себе, то есть с русскоговорящими. Русские дружат русскоговорящими семьями с русскоговорящими семьями. Это как клан. У русских ты видишь то, что сейчас все реже и реже видишь в Германии, а именно верность. Русские, если они женятся или выходят замуж, то это навсегда. Что бы там в браке не произошло, они остаются в большинстве случаев в браке. У русских очень мало разводов. Это не как в Германии, само собой разумеется, иметь несколько связей, подругу или друга, а потом несколько браков. За русскими это очень редко наблюдается. Проблемы в семье остаются в семье. Теперь, как Шахерезада, я дополню от себя. Есть одна такая поговорка: мусор из дома не выносят. Все плохое остается в семье. Если вам интересно больше узнать об этой поговорке, напишите мне в комментариях, и я обязательно подготовлю подкаст на эту тему. Вернемся к стереотипам. Редко можно встретить русских, которые плохо говорят о своих близких и родственниках. Для окружающего мира, для общества русские напоминают одно целое. Русские очень жесткие, твердые люди. Они растят своих сыновей в строгости и послушании. Мужчины внешне не симпатичны. Меня всегда удивляет, как они могут иметь таких красивых дочерей. Русские мамочки – это, на мой взгляд, типичные женщины, которые очень гостеприимны, умеют и любят вкусно готовить, убирают по дому и заботятся о семье. Ну, вот и подошел к концу этот подкаст и наше путешествие по Европе. Подведем итог. Русские любят все красивое, яркое, с блестками.
Внешность играет такую большую роль, что они прибегают даже к помощи искусственной красоты. Русские образованные, талантливы в изучении языков и верят в ценности семейной жизни. Помимо внешности, важную роль также играют вечеринки с огромным количеством спиртного. Любить так любить, гулять так гулять. С какой песни это выражение? Не забывайте, что транскрипцию и викторину к этому выпуску вы найдете на нашей странице russianincontext.com. А если вам понравился наш подкаст, вы можете его переслать вашим друзьям и знакомым, оставить свои отзывы и комментарии на нашей странице на YouTube, на Spotify, Instagram или Facebook. Это поможет другим быстрее найти нас и учить русский язык вместе с нами. Желаю вам успеха и радости в изучении русского языка с Russian in Context с Иной и Ириной. До скорой встречи и пока-пока!